Всем привет, меня зовут Кристина, я репетитор по английскому языку, и сегодня мы с вами читаем 6-ю часть San Francisco Story. Это история для начинающих, и если вы хотите узнать, что было в предыдущих частях, я внизу прикреплю ссылку, и вы можете по ней пройти. Как обычно, сначала я читаю, потом мы с вами разбираем то, о чем мы прочитали. Поехали! Jed takes the money from the safe. Jed, Lucy calls again. She's angry now. What are you doing? Jed doesn't answer. He puts the money into his coat. Suddenly, Lucy understands. The $25 in Ben's room. She says, "You." "Yes, me," Jed says. He smiles. "Goodbye, Miss Tyson." Jed runs away, down the city streets. He's going to the train station. Now I can get out of San Francisco, he thinks. With this money, I can buy a small store in a country town. People are calling, "Help, help," but Jed doesn't stop. Then, suddenly, the ground opens under him. "Help," he calls. "I'm falling." Ну, давайте смотреть, что происходит. Jed takes the money from the safe. Jed берет деньги. Takes – это брать. Take – это брать. Берет деньги из сейфа. Это мы с вами уже проходили. Jed зовет Люси снова. Again – это снова. У этого слова есть два варианта произношения. Это again и again. Либо так, либо так. Это снова. She's angry now. Она злая сейчас. Или теперь она стала злой. So, now обозначает сейчас или теперь. Сейчас или теперь. И произносится now. Now. What are you doing? Что ты делаешь? Вспоминаем, здесь у нас используется present continuous. Are you doing? То есть что-то, что мы делаем в данную секунду. Now. Что ты делаешь прямо сейчас? Она ему говорит, что ты делаешь? Jed doesn't answer. Jed не отвечает. Answer. Вспоминаем глагол это отвечать, и читается он answer. Answer. He puts the money into his coat. Он кладет деньги в его пальто. Глагол put – это класть. Класть. А противоположность глаголу take. Да, получается вот так. Coat – это у нас пальто. Coat. Пальто. Suddenly, Lucy understands. Вдруг Люси понимает. Вдруг у нас с вами вроде уже попадалось это слово, да? Люси понимает. Understands. Здесь на конце s вспоминаем, потому что Lucy – это she, у she, he, it в времени present simple мы добавляем на конце s. The $25 in Ben's room, she says. You. $25 в комнате Бена, говорит она. Ты, то есть ты их украл. Yes, me, Jed says. Да, я, говорит Jed. He smiles. Он улыбается. У нас глагол smile – это улыбаться, и читается как smile. Улыбаться. Goodbye, Miss Tyson. До свидания, мисс Тайсон. Jed runs away down the city streets. Jed убегает. Run away. Run – это просто бежать, а run away – это уже убегать откуда-то. Down the city streets – вниз по улицам города. He's going to the train station. Он идет к ЖД вокзалу. Глагол go почти всегда используется с to, so go to plus place, плюс какое-то место. И опять это время present continuous, so he is going, он сейчас идет, поэтому используем present continuous здесь. Am is a плюс инговое окончание. Train station – это ЖД вокзал, train station. Также его иногда называют railway station.
railway station. Ну, это то же самое. Now I can get out of San Francisco, he thinks. Now, у нас с вами было теперь или сейчас. I can get out of. Я могу выбраться из. So, get out of. Где-то у нас попадалось уже это слово. Get out of. Выбраться из. И плюс какое-то место. Get out of the building. Get out of San Francisco. И так далее. He thinks. Он думает. With this money, I can buy a small store in a country town. С этими деньгами, да, не забываем, что деньги это у нас неисчисляемое, и оно заменяется местоимением it. Поэтому здесь у нас стоит this money. Как бы это деньга. Но на самом деле просто эти, если это мы будем переводить, то это будет это или этот. Если множественное число, это these. И будет переводиться как эти. These. This, these. I can buy, я могу купить небольшой или маленький магазинчик в деревеньке, да, или в каком-то небольшом городе. Country town. People are calling. Help, help. Люди зовут. Какой call, помните, это звонить или звать. Помогите, помогите. But Jed doesn't stop. Но Джед не останавливается. Он продолжает идти на ЖД вокзал. Then suddenly the ground opens under him. Затем вдруг земля, это the ground, земля, открывается под ним. Under him. Под ним. Help, he calls. Помогите, он зовет, он говорит. I'm falling. Я падаю. И опять, видите, это у нас present continuous. То есть он падает прямо сейчас. Я падаю. Это глагол fall. И читается как долгий звук О в середине. Fall. Это падать. С ним есть хорошие выражения. Например, уснуть. Fall asleep. I sometimes can't fall asleep. Я иногда не могу уснуть. И также есть выражение fall ill. Это заболеть. Если вы слышите, что мой голос звучит как-то странно, вы правы, я заболела, но я все еще записываю это видео, потому что я не люблю просто так сидеть и ничего не делать, просто валяться, поэтому я записываю это видео. I never fall ill in summer. Я никогда не болею летом. I never fall ill in summer. Вот такое у нас сегодня получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. У нас осталось еще всего лишь 2 главы, и мы дочитаем эту историю. Как обычно, сейчас я задам вам 2 вопроса, а вы постарайтесь на них ответить в комментариях. Question 1. What is Jed going to do with the money? Question 2. What happens to Jed? Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. See ya!